Приветствую всех на моем канале. Спасибо, что заглянули. Не забудьте нажать кнопочку подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. А также нажмите колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. В данном небольшом видео я расскажу, как я сделала такой паричок для куклы. Этот способ очень быстро делается. Каждый волос вытянутыми петлями вяжется основа, сначала на которой эти петли навязываются просто крючком. Способ очень быстро, не отнимает много времени и подойдет, когда вам нужно, например, сделать волосы для куклы, которая поедет к маленькому ребенку. Волосы эти не выдираются, они держатся крепко, а также за счет основы не видно кожу головы. То есть голова получается в цвет волос. У меня вот такая вот голова, связанная по моему мастер-классу. В принципе, не имеет значения, какую голову использовать, потому что обычно они все сверху круглые. И нам нужно будет связать основу для этого парика. У меня она выглядит вот так вот. Связала я ее просто по схеме круга, но за одну стеночку. То есть все петельки я вязала только за одну и ту же стеночку. Если за дальнюю начали, то за дальнюю, если за переднюю, то за переднюю, не имеет значения. Главное, что за одну. И за счет этого круг получился не плоский, а маленько такой выпуклый. Если же у вас получился круг плоский из-за подбора такого ниточек и крючка, то просто довяжите 2 ряда без прибавок, и у вас эта основа закруглится. Схему вы сейчас вот здесь видите сбоку. Я довязала до 66 столбиков, но вы можете варьировать это количество в зависимости от размера головы. Вот так примерно у меня выглядит основа. Немножко ее вот так назад головы делаем, чтобы сзади закрыть, а лоб наоборот остается приоткрытый. Вот так примерно примеряете, остальное все закроется волосами. Я использую пряжу акрил для волос, 100% чистый, и крючок у меня 2,5 миллиметра. Саму куклу я вязала 1,5 миллиметра крючок, и пряжа тоже соответственно тоньше. Итак, ниточку я не обрезала после того, как я закончила вязание этих 66 столбиков. Я хочу потом сделать челку еще, поэтому я вот этот край, вот эти петли задние, как раз за которые я вязала, да, вот если бы я сейчас продолжила вязать, то я бы продолжила вот за эту стенку вязать. Вот их я не провязываю, я здесь буду делать челочку. А вязать буду вот первый ряд вот за эти петли наоборот. В данном случае за переднюю. Так, как вязать эти вытянутые петли? Я ввожу крючок в эту петлю мне нужную, захватываю нить и вытягиваю. Как обычно начинается столбик без накида. А теперь нитку я не захватываю, а перекидываю. Либо просто вытягиваю, либо я вот использую такой способ. Я просто вот так через руку перекидываю нить. Вот она у меня вот там вот через все пальцы вытянулась. Это чтобы примерно одинаковые длины получались петли. Я вот так вот фиксирую пальцами. И теперь вот эту ниточку цепляю и заканчиваю столбик без накида. Все, вот это получится 2 волоса. Здесь это все подтянется, затянется и не будет распускаться вообще. И затем, когда я свяжу уже необходимое количество этих вытянутых петелек, я возьму ножницы и вот здесь обрежу посередине. Получится 2 волоса. Все волосы так буду обрезать. Теперь, если у вас ниточка довольно толстая, как у меня, то я пропускаю вот одну петельку и буду вязать через одну. Еще раз покажу. За одну стеночку я ввожу, захватываю нить, начинаю как бы столбик без накида. Теперь просто за пальцы вот так обвожу нить, чтобы на такое же примерно расстояние, и захватываю вот эту нить и заканчиваю столбик без накида. Если же у вас наоборот ниточка тонкая и вы хотите сделать больше волос, но
они у вас тонкие, то просто в каждую петельку, не надо пропускать вот эти петельки, в каждую петельку вяжите. Вот здесь я не сильно затягиваю саму петлю, которая между двумя петлями, в которые я вязала, чтобы здесь не сильно стянулось. Так как я петлю пропустила, то может стянуться. Сильно затягивать я не буду. Таким образом я провязываю вот так через один. Если у вас, например, какая-то шерсть, с которой вы делаете, то можно даже через два. Но тогда в промежутке нужно будет соединительный столбик делать, да, если вы через два, иначе сильно стянется. Я вот так вяжу через одну по кругу, по кругу, по кругу. И я буду пропускать один ряд вот этих оставшихся стеночек, чтобы у меня опять же не было густо. Если у вас тонкие нитки, то прямо в каждый ряд вот так по спирали провязывайте, привязывайте до конца. Я буду пропускать, то есть я сейчас довяжу вот до сюда. Вот у меня первые две уже связаны, да, вот эти две вытянутые петли. Я до сюда и перейду вот сюда через вот этот ряд. Перейду сюда и снова перейду сюда, потому что здесь у меня новый ряд начинается. То есть я все время буду контролировать, чтобы у меня следующая вытянутая петля была через ряд. То есть я перехожу сюда, потом сюда. Вот у меня через ряд. Этот я пропускаю, я вяжу здесь. Так по кругу дохожу сюда. Здесь опять пропускаю и иду сюда. Здесь одну петельку я вяжу и опять пропускаю и иду сюда. То есть у меня получится вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. И в самом конце вот эта последняя спираль. Спираль как бы идет в другую сторону, а мы вяжем вот так вот. Поэтому я тут два раза перескакиваю. Ну, сами поймете, когда будете вязать, вы видите. Просто контролируйте, чтобы все время было через ряд. И когда вот я здесь на макушке заканчиваю, я уже буду в каждую петлю вязать, потому что на макушке нужно, чтобы побольше было волос, чтобы не было такой залысины. Здесь я заканчиваю, просто делаю узелок, вытягиваю нить и отрезаю. Дальше нужно отрезать, да, все вот эти, помним. Вот здесь разрезаем, получаются волосы. И вот таким образом, как мы примеряли, пришиваем. Здесь можно сделать челочку двумя вариантами. Либо несколько волосиков, вот здесь уже связанных, выпустить просто сюда и подрезать. Либо вот по вот этим петлям, которые мы оставили, которые мы не провязывали, дополнительно просто узелковым способом, например, прикрепить несколько ниточек в каждую петельку, или через петельку прикрепить несколько ниточек, или таким же способом вытянутыми петлями просто чуть-чуть еще провязать здесь для челки. Все. Можно сделать хвостики, потом можно оставить распущенные, можно один хвостик, два хвостика, как хотите. Еще раз повторю, способ этот хорош для маленьких детей. Спасибо вам за просмотр и до встречи в следующем видео.